Однажды, путешествуя по локации болота, вы можете пересечь железнодорожные пути, которые делят данную локацию надвое. Если один конец рельс уходит в сторону Солнечного, то другая их часть обрывается заваленным туннелем, уходящим в гору. К тому же, подойдя к грудам камней, можно услышать характерный шум электрической аномалии. Встает резонный вопрос, что же находится за данным обвалом? Устраивайтесь поудобнее, у микрофона Марк, и сегодня речь пойдет об интересном артефакте с названием «Ракушка». Когда речь заходит за артефакт «Ракушка», даже многие старые игроки не всегда знают, где и как его достать. Хоть и обошли локацию болота в свое время вдоль и поперек. Поэтому давайте сразу перейдем к его поиску, но сначала разберемся с необходимым снаряжением. Для того, чтобы безопасно транспортировать данный артефакт, нам понадобится контейнер большого размера, который можно приобрести за 3000 жетонов у бродячего торговца в локации восточной территории в квадрате G73. Мазь против ожогов, которая поможет избежать влияния электрических и термических аномалий. Также советую купить спички, которые понадобятся для создания костра. Приобретя все необходимое, можно начать свой путь из любой удобной для вас точки в квадрат А18, параллельно собирая дрова для создания костра. Будьте осторожны, потому что на пути к точке назначения обитают матерые кабаны и медведи. Дойдя до большой поляны, усыпанной радиоактивным металлом, вы встретите обитающих на ней токсичных жуков и маленьких симбионтов. Одолев данную преграду, нам необходимо найти скрытый за паутиной небольшой вход в пещеру в верхней части данного квадрата. Зайдя внутрь пещеры, нас будут ждать 4 матерых пещерных паука, которые могут напасть сразу вчетвером, поэтому нужно быть осторожным, если у вас не достает огневой мощи. Разобравшись с данными созданиями пустошей, нам необходимо продолжить движение по пещере до выхода на своеобразный природный балкон над пропастью. В данном месте нам и понадобится установить костер, который поможет нам не отправиться на место старта при ошибке. Но если вы инженер и думаете установить здесь мобильную точку возрождения, то это будет ошибкой. Она не сработает в дальнейшем. Далее нам необходимо проследовать не по очевидному, как казалось, маршруту по мосткам, а пройдя за куст слева от выхода на балкон, где будет лежать доска. Двигаясь над самой горой, нам необходимо дойти до углубления в скале, внутри которой спряталась аномалия телепорт. Перед прыжком советую вам нанести мазь от ожогов. Совершив телепортацию, вы попадете внутрь обвалившегося туннеля, вход который вы могли видеть в квадрате Е23. Развернувшись, стоит зайти в первый вагон, чтобы оценить обстановку. Как раз в нем, если вы инженер, вы можете установить МТБ, дабы в случае смерти не отправиться в начало своего пути. Осмотревшись по сторонам, нам необходимо пройти вдоль туннеля в его конец, но внимательно следите за полетом аномалий, так как каждая может хорошо вас поджарить, не дав шанса забрать артефакт. Но как только вы достигнете последнего вагона, считайте, вы достигли цели. Осмотревшись внутри вагона, необходимо подойти к стойке футуристического вида, в середине которой и появится ракушка. Находясь рядом с артефактом, вы получаете сильное химическое и радиоактивное отравление, а также получаете звуковое оглушение. Если же артефакт кто-то подобрал, то время появления составляет 4 часа. Стоимость же артефакта составляет 25 тысяч жетонов без учета стоимости контейнера. После того, как артефакт будет успешно подобран в контейнер, необходимо использовать телепорт в начале этого туннеля для перемещения в квадрат Е23. Но есть альтернативный вариант. Вы можете просто выйти из сервера и, зайдя заново, вы появитесь на входе в локацию со стороны Солнечного, минуя путешествие через все болото. Желаю вам удачной охоты, друзья, и до скорых встреч!